Привет, друзья мои! С вами тесты и обзоры от Бардача. И сегодня я продолжаю тему мужского здоровья, мужской силы и мужской слабости. И у меня на обзоре еще один препаратик, последний из 3 препаратов в серии Viagra, Cialis и Levitra. Это Levitra. Препарат для улучшения мужских функций, для хорошего, отличного стояка. Если у вас проблемы со стояком, большие проблемы, небольшие, маленькие проблемы, то вот Levitra вам поможет. Сейчас я подробнее о ней расскажу. Значит так, Levitra – это фирменный препарат немецкий компании Bayer. Видите значок Bayer? Очень дорогой. Цена за одну таблетку 1000 рублей. Однако Levitra – это не лекарство, это всего лишь торговое название. А лекарство, действующее вещество, которое там есть, это варденафил. Так же, как и Viagra и Cialis. Viagra – это сильденафил, Cialis – это тадалафил. Так и Levitra – это варденафил. Это родственные препараты, действуют они почти одинаково. Дозировка 20 мг. И в этой упаковке у меня одна таблетка. Сейчас я распечатаю и посмотрим, что там нам наложили немцы из компании Bayer. Во-первых, как всегда, вот такая вот длинная энциклопедия, инструкция. Вот такая вот длиннючая. Почему такая большая инструкция? Потому что это сильнодействующий препарат. У него множество различных противопоказаний и побочных действий. Поэтому, если у вас какие-то сердечные проблемы, обязательно изучите. Дальше. Одна вот такая вот таблеточка. Здесь вот на этой таблеточке написана дозировка 20. Не знаю, видно будет, нет. Вот такая вот фирменная Levitra, которую можно купить в обычной аптеке. Производство Германии, как вы видите. Компания Bayer, город Ливеркузен. Есть такая футбольная команда. Они там всем футболистам, наверное, Levitra дают. Итак, для кого же нужна эта самая Levitra? Как ее принимать и как она работает? По статистике, у 2 из 3 мужчин либо есть сейчас, либо когда-либо наблюдались проблемы со стояком. Некачественный, недостаточный стояк, либо просто неуверенный стояк. Если вы хотите придать своему маленькому дружку уверенность, Levitra вам поможет. Как же она работает? Она расслабляет мышцы в основании нашего маленького друга, и он наливается кровью с удвоенной силой. Пожалуйста, Levitra, Viagra, Cialis работают одинаково. Немного разная суть, но принцип один и тот же. Принимать Levitra нужно где-то минут за 40 до того, как у вас наметились какие-либо постельные приключения. То есть выпили, закусили, можно даже запить алкоголем. Levitra не имеет противопоказаний относительно алкоголя. Вот Viagra я бы никому не рекомендовал пить с алкоголем. Levitra можно. Через 40 минут начинает работать. Можете приступать к своим темным делишкам. Если есть возбуждение, если рядом с вами красивая голая Машка, то стояк будет, все будет работать. Если вы ради эксперимента выпьете Levitra и пойдете жить обычной жизнью, никакого возбуждения у вас не предвидится, то ничего работать не будет. Вот такая вот история. Так что работает только при наличии красивой и голой Машки рядом с вами, то есть при наличии возбуждения. Теперь, что касается дозировки данных таблеток. Как я показывал, здесь 20 мг действующего вещества, то есть варденафила, в одной таблетке. Это очень большая дозировка, она рассчитана на тех, у кого большие проблемы, у кого своего собственного стояка, естественного, нет, не было и не предвидится. Если у вас такие проблемы, для вас целая таблетка. Если у вас проблемы таких средненьких родов, не знаю, как это описать, короче. Если у вас плоховато стоит, но тем не менее стоит,
то вам поможет половина таблетки. Целую таблетку глотать не обязательно. Лекарство очень дорогое, поэтому половина таблетки будет работать все так же, эффективность будет такая же, но растянется лекарство в 2 раза дольше. Если вдруг вам надо просто для уверенности, если у вас работает маленький дружок и безо всяких лекарств нормально, то прям ножиком на 4 части делите, пьете четвертинку, и для уверенности вот так вот будет хватать. Если вы занимаетесь 1, 2, 3 раза безо всяких таблеток, то с левитрой вы будете 10 раз заниматься, если, конечно, у вас физических сил хватит, если вы подготовленный спортсмен. Ну а теперь о том, где эти волшебные таблеточки можно купить, где их приобрести. В принципе, и Viagra, и Cialis, и Levitra продается в одном и том же месте. И место это называется аптека. Идете в аптеку, закрываете лицо шляпой, чтобы вас никто не узнал из ваших соседей, и говорите: мне, пожалуйста, Левитру. Но если вы не комплексуете, например, как я абсолютно не комплексую, просто берете и все. Это прикол на самом деле. Хотя некоторые мужички реально стесняются. Как я уже говорил, стоимость одной таблетки около 1000 рублей. Бывают различные упаковки, где 2 таблетки, где 4, где 10. По-моему, даже 20 таблеток. Там стоимость каждой таблетки уменьшается. Но, конечно, все очень дорого все равно получается. Я знаю, что меня смотрят в основном не богачи, а обычные мужички. Поэтому для вас такой совет. Существуют аналоги Левитры. Российских аналогов, к сожалению, нет. Но есть множество индийских аналогов, в составе которых тот же варденофил. То есть, по сути, это то же самое, только называются они не Левитра, а просто варденофил. Обычно в Индии это дело производится. Там это все очень дешево стоит. И продается это через интернет-магазины. Я никакой интернет-магазин не рекламирую. Но у меня в комментах там люди обычно дают ссылки, где они покупали, рекомендации. Поэтому можете посмотреть. И там это будет где-то в 4 раза дешевле. Конечно, это будет не фирменный препарат производства Bayer, Германия. Но это будет то же самое, производство Индия, в 4 раза дешевле. Так что ищите, если хотите сэкономить. Я в свою бытность где-то пару лет назад пил и Левитру фирменную, и Левитру индийскую. И в принципе все было нормально. Правда, я расскажу, почему Левитру я не люблю, а предпочитаю Cialis, но это немного позже. Теперь минутка кошмаров и ужасов. Лекарство очень сильно действующее. По-хорошему оно должно продаваться по рецептам и по назначению врача. В нормальных странах так и происходит, кстати. В России, на Украине, я знаю, можно купить просто так. Это уже вина наших аптекарей, которые хотят на нас обогатиться, озолотиться. А так должен быть обязательно рецепт врача. Потому что, как я повторюсь, лекарство очень сильное и может привести к очень плачевным последствиям. Если вдруг у вас какие-то сердечные проблемы, вы пьете какие-то сердечные препараты, то знайте, что с сердечными препаратами Левитра, впрочем, как и все остальное, Viagra и Cialis, и все их аналоги, несовместимы. Если вы сердечник с больным сердцем, пьете сердечные препараты, можете поехать на кладбище просто раньше времени, выпив Левитру. Захотели как лучше, а получится как всегда. То есть прочитайте инструкцию, если у вас есть какие-то проблемы с сердечком. У меня здоровье конское, у меня все нормально, никаких проблем у меня нет, поэтому никаких противопоказаний я на себе не чувствовал, кроме одного, о котором я расскажу чуть позже. Итак, побочные действия этих таблеток. Обычно люди, которые пьют эти таблетки, замечают следующее, что краснеет рожа, краснеют глаза, закладывает нос, повышается давление, появляется учащенное сердцебиение. В общем, ничего приятного, поэтому если сердечные проблемы, лучше не пейте, ну или проконсультируйтесь с врачом. Однако все это, если сожрать целую таблетку 20 мг. Я пару раз ел по 20 мг, и все это действительно было. Если съесть половинку, а еще лучше четвертинку таблетки, то вот эти вот все побочные действия, их просто нет.
есть ничего не закладывает, никакого сердцебиения, ничего нет, все нормально. То есть на себе я это все испробовал. То есть действительно от 20 миллиграмм шпарит давление, закладывает нос, краснеет рожа, от половинки таблетки уже ничего такого нет. При этом действие, конечно, хуже, чем от целой таблетки, но для нормального здорового человека этого действия будет вполне достаточно. Если у вас очень большие проблемы со стояком, если вам 70 лет, то можете и целую таблетку заглотнуть. Нормальному, более-менее здоровому молодому человеку половина таблетки вот так вот хватит. И даже четвертинку я рекомендую. Вот так вот. Ну а теперь я расскажу о своем отрицательном опыте, который, кстати, строго индивидуален. То есть я нигде ни у кого не встречал такого отрицательного опыта. Пожалуй, это особенность, наверное, моего организма, который не воспринимает левитру по своим там основаниям. Каждый раз, когда я пил левитру, причем независимо от дозировки, хоть четвертинку, хоть половинку, хоть целую таблетку, у меня на следующий день возникал дикий дрищ. То есть весь следующий день я не слазил с унитаза. Извиняюсь, конечно, за подробности, но я не комплексую и обо всем рассказываю честно. Такой вот отзыв у меня. То есть у меня организм реагировал дрищом. Вот такое вот дело. Ни у кого я таких последствий больше не встречал. Ни с кем я не разговаривал лично, ни на форумах. Это мое такое индивидуальное поведение моего организма. Но тем не менее, левитру я не употребляю. Хотя у нее есть множество положительных свойств, особенно если сравнивать с Виагрой. Об этом я сейчас тоже расскажу. Ну а теперь немного о различиях между вот этими тремя препаратами для хорошего стояка. Как я уже говорил, препараты это родственники, их химический состав очень схож. В Виагре сильденафил, в Сиалисе тадалафил, в левитре варденафил. Однако схож он, но имеет, естественно, различия. Самый первый появился Виагра где-то в начале 90-х годов, то есть ей уже больше, наверное, 25 лет. Она самая первая, первопроходец. Сейчас она самая дешевая, но и имеет больше всего побочных действий. Кстати, стояк от Виагры самый мощный и самый хороший. Но побочные действия и противопоказания это все нивелируют и перекрывают. То есть от Виагры очень сильно краснеет рожа, очень сильно закладывает нос, очень сильное сердцебиение, сердце прям хочет выпрыгнуть. Так что Виагра имеет самые большие противопоказания. Только для здоровых людей. Если какие-то у вас проблемы с сердцем, на Виагру даже не смотрите. Дальше. Вторым появился Сиалис. Это более современный препарат. У него уже намного меньше побочек. Кстати, забыл. Виагра с алкоголем вообще противопоказана. То есть вот эти вот побочки, о которых я говорил, сердцебиение, давление и все остальное, от алкоголя только усиливаются многократно. Так что Виагру с алкоголем никак вообще никому не рекомендую. Дальше Сиалис. Сиалис с алкоголем можно. Немного, правда, по моему мнению, действие Сиалиса вместе с алкоголем уменьшается. Если вы без алкоголя выпили по половинку таблетки, то с алкоголем лучше целую заглотнуть. Ну а в целом побочек намного меньше, чем у Виагры. То же самое. Покраснение лица, заложенность носа, покраснение глаз, сердцебиение, давление. Все то же самое, но намного в меньших количествах. То есть, если от Виагры у всех вот это вот, и у меня в том числе было, то у Сиалиса только у некоторых. И у меня от Сиалиса почти ничего не было. Хоть целую таблетку я пил, никаких вообще сердцебиений, давлений, все было нормально. Ну так, чуть-чуть. И самый современный препарат, который вышел, по-моему, не буду врать, но вышел он только в 2000-х годах, это как раз левитра, о которой я сейчас говорю. Самый современный, считается самый лучший, меньше всего побочных действий, меньше всего вот этой вот херни. То есть также сердцебиение, давление есть, но меньше всего. Самый лучший считается. Но мне он не пошел, у меня от него дрищ. Дрищу я. Ну, поэтому я его не принимаю.
Правда, сейчас я вообще эти препаратики не принимаю. Сейчас я где-то уже вот в 2018 году ни разу я ничего такого не пил, потому что веду здоровый образ жизни. А когда я бухал, курил, вот без этих препаратов у меня просто ничего не получалось. Сейчас все получается, стоит как в 16 лет. Об этом я, кстати, сейчас расскажу. В общем, расскажу вам свой собственный опыт. Мои постоянные зрители уже это много раз слышали. Сейчас, наверное, уже все выключат. Но у меня много новых зрителей, которые наверняка это не слышали. И мой опыт окажется для них полезным. Дело в том, что вот эти вот препараты стояковые, это скорая помощь. Они не лечат импотенцию, а лишь временно позволяют получить хороший стояк. Как только действие этих препаратов заканчивается, стояк пропадает. И, кстати, лекарствами импотенция не лечится. Причина импотенции – это стресс, плохое питание, вредные привычки и возраст. Поэтому исключаем алкоголь, исключаем курение, начинаем правильно питаться, начинаем заниматься в меру возможностей спортом. Не обязательно участвовать в Олимпийских играх и сдавать там какие-то нормы ГТО. Достаточно, как я, по 30 минут в день ходить пешком на работу и по 30 минут ходить пешком с работы. Я не катаюсь сейчас на машине, я хожу на работу и с работы пешком. Ну и поднимаюсь на 8-й этаж пешком. Иногда по выходным гуляю по парку с детьми. Этого вполне достаточно, чтобы гонять кровь по нашему телу. И для стояка это очень полезно. В том числе, я уже почти год как не курю, почти год как абсолютно не бухаю, и похудел при этом на 35 килограмм. Я был 132, сейчас я 97. Я на этом не останавливаюсь, а продолжаю худеть понемногу дальше. И что? Вот эти вот лекарства мне уже год как не нужны. Я обхожусь без них. Хотя раньше без них я просто не мог. Но это мне показалось, что это дорога никуда, поэтому их я откладываю. Вот они у меня лежат в аптечке. Уже год я ими не пользуюсь. Не вскрывал эти пачки. Пользуюсь я обычными витаминками. Кстати, витаминками можно не пользоваться. Достаточно питаться нормальными качественными продуктами, овощами, фруктами, всеми делами. Желательно дачными, деревенскими. Если нет возможности, то витаминки. Вот такие витамины Optimen. Про них я снимал обзор. Поищите на моем канале. Вот такие вот витамины Спиман. Индийские. Для профилактики простатита. Для расширения сосудов в предстательной железе. Отличная тема. Натуральные растительные препараты. Пью их и не нарадуюсь. Раньше у меня проблемы с простатитом тоже были. Может быть, как-нибудь расскажу. Кому интересно, напишите в комментариях. Сейчас никаких проблем тоже нет. И вот такие вот индийские витаминки ашваганда для увеличения производства своего собственного тестостерона. Тоже отличная тема. Тоже я про них уже снимал ролик. Посмотрите, поищите. Я думаю, будет полезно. То есть вот это вот... Ой-ой-ой. Вот это сейчас в моей аптеке обычные витаминки. А вот это мне уже не надо. В общем, чего и вам желаю. Ну ладно, друзья. Твою мать. Вот такой вот у меня на сегодня обзорчик. Кому понравилось, ставьте лайки. Если вдруг кому-то не понравилось, можете даже поставить дизлайк. Пишите ваши комментарии, что вы по этому поводу думаете. Ну и подписывайтесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны. И да пребудет с вами сила Тадалафила.